Итак, друзья, всем привет, это новый видос. И сегодня по планам это съездить до Автоленда, до нашего магазина, который торгует контрактными запчастями, и купить там контрактные тормозные диски. Да, тормозные диски, которые я купил в прошлый раз, не помню точную фирму, по-моему, Патрон, судя по всему, имели какие-то дефекты. В общем, суть в том, что там внутренняя часть одного из дисков, ну, в данном случае правого, сточилась таким образом, что появились большие канавки. Из-за чего это связано, я пока что не знаю, либо просто брак, либо, скорее всего, каким-то образом там что-то туда попало, или, может быть, что-то еще. В общем, надо разбираться. Вот. Ну, в связи с этим, соответственно, надо покупать другие тормозные диски, ставить их, иначе проблема со скрипом от меня точно никогда не отстанет. Вот. Соответственно, сейчас еду до магаза, покупаю себе два тормозных диска, чтобы они были оба оригинальные. Пусть и контрактные, но все равно они будут хотя бы одинакового качества. Также я хочу купить один тормозной суппорт на запчасти. Он мне пригодится для того, чтобы поменять один из зажимов металлических. Вот эта скобочка, которая держит колодки. На одной из колодок, где вот этот стоит зажимчик, на нем один язычок отломан, и, соответственно, я допускаю такую тему, что, скорее всего, он таки источил вот сам тормозной диск. Потому что металл там, соответственно, использует и другой. И вполне вероятно, что он мог таким образом испортить мне этот диск. В принципе, по деньгам это все достаточно дешево. Тормозные диски по 600 рублей, а суппорт 900. Ну, в принципе, я думаю, не так уж и плохо. Потому что если сами вот эти вот зажимы колодок, дубликаты стоят 1200 рублей. А суппорт, он будет стоить 900. Там в любом случае будет поршень, будут направляющие, опять же болтики, плюс вот эти вот две скобочки, зажимы колодок. Поэтому я считаю, очень даже неплохо. Ну и, собственно, все. Еду до магаза, все это покупаю, потом еду домой, перебираю. Ну а там уже посмотрим, что будет дальше. В общем, погнали. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Cause together we're better off. Итак, все купил, вот он суппорт лежит. Весьма в хорошем состоянии. Тут все пыльнички есть, там вот как раз эти зажимы, но покажу в общем в гараже. И два тормозных диска, состояние очень хорошее. В общем, едем домой, будем устанавливать. Итак, добрался я до дома. Сейчас буду снимать колеса, домкратить тачку и все это дело поменяем. Будет все красиво и четко. Тормозюлька. Еще одна тормозюлька. Состояние прям огонь. В общем, приступаем. Мы, кстати, с Максом приобрели по вот такому фонарику налобному. Взяли мы вообще как бы для рыбалки. Мы в последнее время начали пробовать рыбачить. В принципе, нам понравилось. Небольшое такое разнообразие. Вот. Ну и, в принципе, в ремонте автомобилей очень такая полезная вещь, удобная. Вот, в принципе, как светит он. Вот такая, в общем, удобная вещь. В принципе, такой фонарик можно даже рекомендовать. Обошелся он 450 рублей, по-моему, на 3 батареечках. В общем, классная вещица. Приобретайте, очень полезно. Где-нибудь в дороге, например, или так просто вот в неудобных местах, где фонарик не подлезет, на лоб надел и все, ремонтируешь тачку. Ну вот, смотрите, что тут происходит. Вот, смотрите, какой тут износ. Тут видно то, что точится он абсолютно неравномерно. Вот тут есть такая канава. Тут просто место не протертое. Вот здесь вот притирает, ну как бы это и на торможении сказывается, и соответственно на всех вот этих беспонтовых звуках, которые очень сильно раздражают в дороге или в особенности в пробке. Именно поэтому я и решил это все дело заново поменять. Ну и соответственно на колодке тоже вот она эта канавка и тоже износ.
не совсем правильный. Но я сейчас ее маленько проточу, и должно быть все нормально. Так вот, при помощи вот этого наждачного диска, или как он правильно называется, вот для колодочку проточил, вот видите, покрытие равномерное стало. Сейчас будет все нормально. Вот этот металлический зажим, тут вот получается, вот здесь есть язычок на вот этой стороне, а тут вот его нет. Колодка сжимается, соответственно, двигает ее сюда, и просто она прижимается прям к этому диску. Никак не держится она на месте, и, соответственно, скорее всего, она могла и повлиять на то, что диск износился. Именно поэтому я купил себе суппорт на запчасти. Ну, вроде все собрал, надеюсь, все будет отлично. Потом скажу вам, что по итогу получилось, нормально, ненормально. Прошли скрипы или все-таки остались. И так, я думаю, должно быть все окей. You're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. We're so better. We can't stop. We can't stop. 'Cause together we're better off, and we can. Better off, better off, better off. I am crooked, you're clean cuts. I'm wide-eyed, your eyes are shut. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. Итак, ну что, едем, проверяем. Вроде посторонних шумов никаких нету, просто машина тормозит и все. Да, пожалуй, все четко стало. Машина тормозит абсолютно нормально, никаких посторонних шумов. Походу, проблему все-таки мы победили. И это очень хорошо. Так, сейчас посмотрим, что у нас по маслу. Получается, масло я менял на 237 тысячах. Сейчас 239, 602. Короче, 2500 получается я проехал. Кошачела. Так, смотрим. Короче, масло почти уровень, примерно столько и было. Но она еще горячая, еще масло, наверное, не все стекло. Короче говоря, можно сказать то, что вот эта гышка масло не ест. Огонь. Хотя, если честно, кто в это поверит? По сути же, они гышки-то, наверное, все по чуть-чуть едят. Тем более, как бы рядная шестерка, там все может быть, сами понимаете. Пойду наполирую салон. Сегодня ехать за 100 километров от города, приведем машину в порядок. Хотя на самом деле, друзья, вот я этот салон протираю влажными салфетками раз в день. Ну, то есть вообще в порядке вещей. И как бы хочешь не хочешь, черный салон собирает абсолютно всю пыль. Ну, понятное дело, любой салон собирает пыль, но с черным возни гораздо больше. Ну и, пожалуй, друзья, на этом видос мы закончим. В общем-то, все, что надо, я сделал. Тормоза работают отлично. Я вот уже второй день или третий даже проверяю. Вроде бы все нормально, никаких посторонних звуков. Работает все просто идеально. Предлагайте свои идеи для новых видео. Будем снимать, будем выпускать новый контент. Ну а на этом, собственно, все. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на новые видео, ставьте лайки. Всем пока.